Всем привет! Значит, на автомобиле Renault Captur в данном случае после пробега где-то 7-8 тысяч у меня появился скрип тормозных механизмов задних барабанных тормозов автомобиля. Значит, когда нажимаешь на тормоза, в момент торможения, в момент отпускания тормоза слышен такой мерзкий скрип. Мерзкий скрип этот вызван значит, трением самой колодки об задний диск опорный, который на тормозном механизме держится все колодки. Значит, я сейчас буду разбирать и показывать. Сначала я покажу, как он скрипит. Нажимаю на тормоз. Я думаю, что слышно было на камеру. Ну а дальше приступим, значит, как обычно все. Поднакрачиваем машину, ставим упоры, снимаем колесо и с помощью съемника и ключа на 36 ключ нужен будет, головка, будем снимать. Так, снял я колесо, вывесил машину, поставил на упоры с помощью отверточки. Снимаем или зубило. Желательно, конечно, ударную отвертку. Что-то я не найду сейчас в гараже ударную отвертку, чтобы не ломать простую отвертку. В принципе, она свободно выходит. Усилий нет таких вот сильных. Постепенно по всей длине аккуратно снимаем этот колпачок защиты. Все. Далее берем головку на 36, вороток. И удлинитель я обычно трубки делаю и откручиваю гайку. Затянуто они здесь не очень сильно. Так, сняли гайку. Гайки новой нету. Но как видим, она вот здесь вот с трех сторон подкернена. Перед тем, как устанавливать гайку, надо будет молотком опять 3 раза удара стукнуть в торец. И немного подогнуть ее, для того, чтобы ее законтрагавить. Гайку убираем в сторону. И смотрим, снимется ли так. О, даже съемник не надо был в моем автомобиле. Тормозной. Подшипники не закисшие, слетели прекрасно, слезли. Думал, нужно будет съемник, но не понадобился. Итак, осматриваем, что здесь у нас по колодкам. Сейчас я обдую сначала. Так, камеру уберу. Так, дальше надо снять пружины стопорные пальцами вот этими вот. И дальше уже буду показывать. А вообще скрип происходит. Нет, так я не могу показать. Сейчас нужно сначала сниму. Сначала сниму пружины. Чтобы снять пружину, нужно их топить и провернуть. Все, снимается довольно-таки просто. Пальцы вытаскиваем. Вот такой палец. Вставляется и проворачивается. Ну, это сейчас с другой стороны. Вот показываю. Вот так вот оно стоит. Уже когда застегнуто, провернул, вытащил. Все, они снимаются. Ставим аккуратно в сторону, ложим. В любую сторону. В сторону можно крутить по часовой, против, неважно. У кого сил не хватает, можно пассатижами давить. Так, дальше. Скрип. Скрипят они. Как показать, чтобы камера так... Вот. Вот эти места. Везде, где прилегает колодка к опорной щеке вот этой вот, нужно промазать
смазкой высокотемпературной влагостойкой смазкой. И плюс надо смазку вот сюда вот загнать, вот на этот палец. Палец этот, по-моему, разоклепанный, неразборный. Буду снимать, разбирать и, значит, пробовать так, как-нибудь загнать смазку. Так, все, пружины снял. Вот эти места. Оно видно, что коррозия пошла. Здесь когда-то смазка, по-моему, была он какая-то. Здесь он что-то еще осталось. Вот эти места нужно прочистить и промазать. Вот здесь маска старая, видно, что осталось. Здесь уже ничего нету. Так, когда будем собирать, не перепутать пружины. Вот это вот нижняя пружина, у нее вот такие вот крючки. Вот это вот верхняя пружина, у нее немного другие крючки. Вот сейчас я все разобрал. Сниму механизм тормозной этот регулятора. Здесь вот все заклепано тоже. И вот постараюсь вот сюда вот смазки немного добавить. Так, смазывать я буду вот такой вот смазкой. Она густая очень, термовлагостойкая, очень хорошо держит. Здесь вот эти места я промыл, обезжирил и наношу. Тут вот видно прям вот, они, площадка, где касается колодка, она рифленое там место. Так, еще немного смазки я добавлю на сам поршень главного тормозного цилиндра, рабочего тормозного цилиндра. Так, вон там еще одно место я не прочистил, забыл. Так, вот здесь вот еще промыть надо. Кстати, смазка здесь была с завода. Когда я начинаю мыть, она вот видно, тоже какая-то белая. Смазка здесь была изначально, но, видать, со временем ее вымывает. В общем, хватило на 10-80 тысяч, не помню точно, когда у меня началось это все, скрипы эти. Так, ну вот, все я собрал. Обратно собираем в такой же последовательности, как и разбирали. Не забываем, в каком положении стояли пружины. Пружины ставим на место так же самое. Значит, места смазки я еще раз обозначу. Колодки, где прикасается к кожуху заднему. Также промазал соприкосновение на рабочий тормозной цилиндр колодок, места и нижние части. Смазки наносил немного, просто чтобы лишь бы смазать, чтобы лишнее не выдавливалось, никуда не девалось. Автоматический регулятор колодок, зазора колодок между колодками и тормозным барабаном я немного сейчас скрутил. Потом, когда соберу все на место, надо будет ручником подергать, и он автоматически выставит необходимый зазор между колодками и барабаном. Ну все, дальше собираю. Перед установкой гайку я немного вот сплющил в 3 местах. Да, буквально немного надо. Это для того, чтобы она контрагаялась. Так, момент затяжки заднего ступичного подшипника на автомобиле Renault Captur, который переднеприводный, 175 ньютонов на метр. Значит, выставляем по динамометрическому ключу 175 ньютонов. Так, 68, 59, 70, 4, 75,
175 ньютонов. И закручиваем. Все. Дальше ставим здесь колпак. Проверяем работу ручника. Несколько подергаем его потом, чтобы вот так уже визуально держит. Потом нужно будет необходимо несколько раз подергать ручником, подергать, чтобы автоматически отрегулировать зазор, как я говорил. На этом все. Единственное, я не взял баллончик с краской. Можно было бы колесо, барабан сразу покрасить. Но это потом, у меня еще не сильно наблез. А так все, ставим колесо и ездим дальше в тишине. С той же стороны так же самое все будет. Операции абсолютно идентичные. На этом пока все. Спасибо за внимание. До следующих встреч.